Славься наш некроситет. Только тем, кто заду, не суйся в класс И не распрощаешься с душой. Ну что вы, это шутка. Okay, so for all those English viewers, you can actually see the card right here in English indeed. And if you would like to learn about my opinion about this card, you can actually turn on the subtitles and enjoy. If not, that's alright. Ну а теперь на славянском. 5 маны 4-4, Доктор Крастинов. Двуклассовая легендарка как на разбойника, так и на воина. Натиск, когда это существо атакует, ваше оружие получает +1/+1. Да, понимаю. С первого взгляда данная легендарка может показаться вам не очень сильной, не какой-то революционной, сенсационной, которая может перевернуть всю мету с ног на голову. Однако, пожалуйста, давайте глянем на другие двуклассовые карты, которые были анонсированы немного ранее и наверняка будут анонсированы позже. Я очень надеюсь, что сапоги-скороходы окажутся не фейком. Которые очень сильно напоминают тенденцию Blizzard навязывать какой-то определенный архетип. И в данный момент мы видим архетип на оружии. И если мы поговорим о разбойнице, то это наверняка будет что-то в вольном формате, потому что в стандартном я сейчас не вижу какой-то конкретной пушки, которая могла бы хорошенько бафаться и синергировать с Доктором Крастиновым и с другими картами, чтобы в итоге получился хороший архетип, то в вольном формате это просто Kingsbane Рога, здравствуйте, до свидания. Для воина же это просто замечательная карта, несмотря на архетип. Если мы посмотрим на последний лидирующий архетип воина в ладере, то мы заметим, что это будет темп, либо пират-воин. С добавлением Доктора Крастинова эти самые воины получат возможность на 5-й ход выставить что-то по типу Дарья Краули, только он не будет уничтожать и бафаться, а будет бафать вашу пушку, которую вы заранее, конечно же, сможете засетапить. И знаете, получить не просто +1 к атаке, а еще и +1 к прочности, что позволит вам добрать еще одного пирата, получить еще одного, возможно, очень важного прихвостня. Или получить что-нибудь еще, если добавят какую-нибудь классную пушку. Возможность моментально повлиять на стол, забафать ваше оружие и стать приоритетом номер 1 для оппонента, так как если Доктора Крастинова не убрать со стола после его выставления, то вы сможете бафать свою пушку бесконечно, а воин от этого никогда бы не отказался. Как я и сказал, Доктор Крастинов это не какая-то супер революционная легендарка, однако выглядит она очень прикольно. Но если новый архетип близов на орудии не просто увидит свет, но и сможет занять нормальное место в тирах новой меты, то, наверное, она может стать неотъемлемой как для воинов, так и для разбойников. Что ж, ну на этом все. Огромное спасибо Blizzard за то, что дали мне возможность предоставить для вас эту карту. Делитесь вашим мнением по поводу этой карты в комментариях, а за микрофоном был P.S Плагиат. Если мой косплей вам понравился, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Но за микрофоном был P.S Плагиат. Еще раз огромное спасибо за возможность и увидимся на следующем стриме и в следующем ролике.